Фразу «самые опасные животные в мире» можно назвать относительной, потому как животные в большинстве случаев нападая, защищают себя и свое потомство. В дикой природе опасности могут подстерегать нас в самых неожиданных местах, и это понятно, ведь всему виной борьба за выживание. Некоторые животные, имеющие самую безобидную внешность, вынуждены защищаться с помощью смертельного яда, клыков и когтей, иначе им просто не выжить. Предлагаем вам подборку из 10 симпатичных и не очень животных, использующих разные механизмы в борьбе за выживание, что ставит их в разряд самых опасных животных. Креветки-богомолы – красочные морские существа с уникальным зрением и смертоносным оружием. За свои мощные конечности их иногда называют креветками-убийцами или дробителями пальцев. Обитают в тропических и субтропических водах Мирового океана, проводя большую часть жизни в глубоких норах, вылезают только для охоты. Причем нападают они не только на знакомую добычу, но и на все, что кажется подозрительным или угрожающим. Эти ракообразные удивительной расцветки популярны у аквариумистов до первого разбитого аквариума. Одним из условий их содержания является крайняя осторожность и не без оснований. Крупные виды креветок-богомолов даже способны разбить толстое аквариумное стекло. Если постучать по стеклу аквариума пальцем, то креветка молниеносно и с огромной силой ударит по нему. Удар насекомого богомола занимает примерно 100 миллисекунд. С такой скоростью мы моргаем, а креветка-богомол бьет в 50 раз быстрее, и сила ее удара сравнима с пулей 22-го калибра. Казуар. На первый взгляд эта странная птица напоминает смесь индейки и страуса. Нрав у них неуживчивый, и благодаря крупным размерам и мощным когтям они могут запросто справиться со многими животными и даже с человеком. Охотники в лесах Новой Гвинеи приближаются к казуару с опаской, а фермеры считают, что легче приручить молодого крокодила, чем взрослого казуара. Молодые казуары более уживчивы, но до тех пор, пока не подрастут. После этого их нрав портится настолько, что держать их можно только за высоким забором, ведь прыгает казуар очень хорошо, с места берет высоту в 1,5 метра. Основной пищей казуаров являются фрукты. Щелезуб – это насекомоядное млекопитающее. По мнению специалистов, у него в природе вообще нет врагов, кроме человека. К тому же он ядовитый и пахнет крайне неприятно. Длина тела взрослой особи может достигать 30 см, а вес 1,5 кг. Внешность его с одной стороны смешная, а с другой не очень симпатичная. Телом и хвостом он напоминает крысу, длинным рылом с усиками и 2 носовыми дырочками землеройку. Во рту 40 острых зубов. В одном располагается глубокая щель, через которую выделяется ядовитая слюна. Аналогичное устройство имеет змеиный ядовитый зуб. Укус щелезуба смертельно опасен только для насекомых, ящериц, мелких птиц и самого себя. Для человека этот яд опасен, но не смертелен. Сами же щелезубы не имеют устойчивости к собственному яду и часто погибают при драках между собой даже от легких укусов. Встретив щелезуба в дикой природе, лучше обойти его стороной. Дроздовая мухоловка или петуху двуцветный. Милая на вид, но очень опасная из-за своего яда птица. Она несет в себе опасность как для животных, так и для людей. Петуху – одна из самых распространенных птиц Новой Гвинеи. Ядовитой птичка становится благодаря поедаемым ядовитым жукам. Яд накапливается на коже и перьях. Для птицы он не страшен. Количеством токсина, содержащегося у одной дроздовой мухоловки, можно отравить насмерть 800 мышей. У человека яд вызывает только умеренное отравление, не смертельное, чаще просто сильные ожоги, но более мелкие млекопитающие размером с кролика или собаку умирают практически мгновенно. Концентрация токсина в тканях петуху может меняться в зависимости от количества потребляемых ядовитых жуков, а если их совсем исключить из рациона, птицы полностью теряют смертоносные свойства. Улитки – самые миролюбивые существа на свете, но оказывается, что среди них есть смертельно опасные для человека виды. Это улитки-конусы, имеющие раковину в виде правильного конуса и парализующие жертву с помощью яда.
Днем улитки прячутся в кораллах, а с наступлением ночи выползают из своего укрытия на охоту. У них очень развито обоняние. Эти моллюски наделены оружием, которое по действию напоминает гарпунное ружье. Приблизившись к жертве на достаточное расстояние, улитка выстреливает в нее свой гарпун с ядовитым зубом и парализует жертву. Нападение моллюска на людей происходит в основном по вине самого человека. Привлеченный красотой раковины, ныряльщик пытается взять улитку в руки и тем самым вынуждает конуса защищаться. Кабан – это довольно крупный и опасный зверь. Вес некоторых самцов может превышать 250 кг. Внешне они очень коренастые, рост не более 1 метра, хорошо развиты клыки. Ноги у кабанов короткие, но это не мешает им отлично бегать и прыгать. Животные имеют прекрасное обоняние и слух. Кабаны очень смелые и сильные животные. Если они чувствуют опасность, то могут дать отпор зверю любого размера. Могут нападать на охотников. Особенно свирепыми они становятся, если спугнуть их во время обеда или если человек приближается к самке с детенышами. Кабан – завидная добыча для многих хищников, включая и человека. Мясо этих животных имеет особый вкус. Именно из-за мяса и были одомашнены первые кабаны, ставшие предками многих пород домашних свиней. Лягушка-стрела – очень ядовитая лягушка. Ее яда хватит, чтобы убить 10 взрослых человек. Им обрабатывали наконечники стрел и дротиков, потому и появилось название лягушка-стрела или дротиковая. Относятся они к семейству древолазов и листолазов. Эти лягушки не умеют плавать, зато они прекрасно лазают по деревьям. Размеры большинства из них не более 2,5 см, но все они ярко окрашены, что является предупреждением для потенциальных хищников. Яд в теле животных синтезируется при переваривании ядовитых жуков, муравьев и клещей, которых они поедают. Древолазы и листолазы очень заботливые родители, что очень кстати, так как головастики, в отличие от взрослых особей, не ядовиты, поэтому часто становятся добычей различных животных. Рыба-камень или бородавчатка – хищная, самая ядовитая рыба в мире. Длина тела в среднем составляет 40 см, кожа мягкая, бородавчатая и меняет окрас под цвет окружающей среды. Все тело рыбы покрыто наростами и гребнями, из-за которых она и получила свое прозвище. Голова огромная, глаза и рот маленькие и направлены вверх. При помощи больших грудных плавников бородавчатка ползает по морскому дну и быстро зарывается в песок, становясь практически неразличимой на дне. В спинном плавнике, который обычно сложен, расположены очень острые спинные шипы, выделяющие смертельный яд. В моменты опасности рыба молниеносно распрямляет спинной плавник и ядовитыми шипами поражает врага. Люди часто наступают на бородавчаток, которых невозможно рассмотреть среди камней, рифов или в илу. Каракурт, называемый также черной вдовой, относится к одному из самых ядовитых пауков. Токсичность и воздействие яда на организм живых существ в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Пауки окрашены в черный цвет. Взрослые половозрелые особи украшены красными пятнами, иногда с возрастом пятна могут исчезать. Свое название черная вдова получила благодаря каннибализму по отношению к самцам. Особо агрессивны пауки в период размножения. Каракурты на людей нападают только, если вы случайно на них наступите и при защите кокона с потомством. Основное правило при укусе каракурта – немедленное посещение медицинского учреждения, так как последствия воздействия яда на человека могут быть губительными. Австралийская куба-медуза по прозвищу морская оса является одной из самых ядовитых медуз в мире. В воде она практически незаметна. 15 трехметровых щупалец содержат до 5000 жалящих клеток. Укус куба-медузы вызывает невыносимую боль, которая быстро распространяется по всему телу. Токсины яда поражают сердце, нервную систему и клетки кожи. У человека наступает шок. Во время массового нашествия медуз на побережье ставят предупредительные знаки, пляжи ограждают сеткой с мелкими ячейками. Интересный факт. До этой медузы нельзя дотрагиваться даже через неделю после ее смерти,
так как яд все еще сохраняет свои свойства. Конечно, в десятку невозможно поместить всех опасных животных, поэтому с такими животными мы будем знакомить вас в дальнейшем. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.